Всем привет! Это вы удачно зашли, а я как раз приготовила неимоверно вкусный, ароматный клубничный джем. Этот рецепт может стать находкой для тех, кто хочет получить в меру густой и гладкий клубничный джем без добавления всяких загустителей. Клубничный джем по этому рецепту отлично подходит как просто к чаю, так и для приготовления сладких пирогов. Кому интересно, оставайтесь со мной. И давайте пройдемся пошагово рецептом клубничного джема вместе. Итак, клубнику я уже помыла и откинула ее в дуршлаг, чтобы вода вся стекла. У клубники отрываю плодоножки и отправляю ее в другой уже дуршлаг, под которую подложила глубокую посуду. Я обычно у клубники отрываю плодоножки ноготком в перчатках. Также можно сделать это с помощью ножа. Вы же сделайте это любым удобным для вас способом. Я слоями в дуршлаг кладу клубнику и насыпаю ее сахаром. Но пока использую всего лишь треть сахара из общего количества. Клубнику, засыпанную сахаром, можно оставить на столе или отправить в холодильник на несколько часов. Я обычно отправляю клубнику в холодильник на всю ночь. За это время клубника хорошенько пустит сок. Баночки я уже простерилизовала, крышки от баночек прокипятила 5 минут. Теперь займусь яблоками. В этом клубничном джеме соответствующий аромат обеспечивает клубника. Она, конечно же, главная скрипка, а яблоко помогает добиться желанной консистенции. Наверняка многие из вас знают о том, что яблоки содержат пектин, который имеет желеобразную структуру и при нагревании сахаром придает варенью, джему необходимую густую структуру. Для этого я использую кисло-сладкие яблоки, а кожуру у яблок не снимаю. Ну что, яблоки разделила на достаточно большие кубики, отправляю их в широкую кастрюлю. К этому моменту клубника пустила сок. Пока использую только сок клубники. Вот почему я клубнику, засыпанную сахаром, положила не в тазик, а в дуршлаг. В кастрюлю наливаю сок от клубники и ставлю кастрюлю с яблоками на огонь. Огонь пока средний, а под посуду на всякий случай подложила рассекатель железа. Провариваю яблоки 15-20 минут под закрытой крышкой. За это время яблоки стали мягкими. Отправляю к яблокам клубнику. Как вы помните, клубника была засыпана сахаром. И получается, что здесь в кастрюле пока первая треть сахара из общего количества. Теперь довожу клубничный джем до кипения и с момента первых пузырьков варю клубничный джем еще 15-20 минут. Естественно, за это время клубника стала тоже мягкой. Отправляю сюда вторую треть сахара. Провариваю клубничный джем еще 15-20 минут. Теперь можно пропустить джем через блендер. Если нет блендера, то ничего страшного. Можно пропустить проваренную фруктово-ягодную смесь через мясорубку. Пропустив яблоки и клубнику через блендер, засыпаю в кастрюлю пол чайной ложки лимонной кислоты и остаток сахара. Периодически помешивая, довожу клубничный джем до кипения. С момента появления первых пузырьков провариваю джем примерно 25, максимум 30 минут. И вуаля! Клубничный джем готов. При желании можно пропустить клубничный джем через сито. Я этого, как правило, не делаю. Не вижу в этом необходимости. Структура клубничного джема и без этого получается гладкой. Еще в горячем виде собираю клубничный джем по банкам. Из указанного количества продуктов у меня получились 3 полных 700-граммовых баночек и одну неполную баночку клубничного джема, примерно 500 грамм, я оставила сейчас поесть. Ведь не обязательно дождаться зимы, чтобы наслаждаться вот такой вот вкуснятиной. Банки туго закрываю и отправляю их под теплый плед. А через сутки достаю банки с клубничным джемом и отправляю их в веранду.
Хочу показать вам дно кастрюли. Вот несмотря на то, что мой клубничный джем варился примерно 1,5 часа, дно кастрюли осталось чистым. Это потому, что я, пусть не все время, но периодически мешала джем. К тому же под кастрюлю подложила железка-рассекатель, так что этот момент обязательно надо было учесть. Еще хочу отметить несколько тонкостей. Я разделяю сахар на 3 части, просто вот так вот на глаз. Но при желании можно четко разделить сахар на 3 равные части. Кроме этого, пока варится джем, пока он горячий, может показаться, что джем жидковат. Но это обманчиво. Свой истинный вкус и густоту джем приобретет спустя 2 недели. Но даже на утро вы заметите, что клубничный джем стал на порядок гуще, чем сутки назад. Обязательно приготовьте такой вкусный клубничный джем. Можете быть уверенными, он у вас получится на славу. А я благодарю всех за просмотр. И если видео понравилось вам, не забудьте поддержать его лайком. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях. Ведь я и рада. Всегда вам рада.